Это короткая демонстрация создания объектов в диметрической проекции на примере двух машин. Диметрическая проекция удобна для презентации сложных объектов. Например, когда вы оформляете ливрею поезда или машины, и вам надо быстро переделывать оформление. Имея боковой вид, вы можете быстро построить в диметрической проекции псевдообъем. Также этот прием пригодится ребятам, которые не готовы тратить время на полноценную 3D-шку. Боковой вид остается неизменным, а объем добавляется параллельными линиями. В первом варианте я покажу, как из плоского вида сделать псевдообъем с помощью иллюстраторовского эффекта 3D. А во втором случае мы перерисуем из готовой диметрической проекции векторную картинку. Сперва быстро нарисуем боковой вид. Для удобства я сгенерировал в Midjourney варианты такой робота-футур автомобилей, который затем вручную оттрейсил. Чем проще элементы, тем удобнее их темплейтить и переносить на другие иллюстрации. Если проекции совпадают, то фары, колеса, ручки, регуляторы – все это не нужно дважды перерисовывать. Впоследствии их можно сохранить в символы, а 3D-шное выдавливание в стиле. Подобные иллюстрации прощают мелкие недочеты или непопадания в перспективу, что тоже ускоряет процесс их создания. Часто можно не переживать, попадает ли скругление в перспективу или расположена фара под нужным углом. Приходится иногда читить, показывая те элементы, которые формально должны быть скрыты. Повторюсь, для подобных иллюстраций это ок. Для перерисовки бокового вида я использую базовые инструменты иллюстратора и некоторые плагины Astute. Например, Shape Builder помогает на лету разрезать и удалять фрагменты вектора. Astute Round Corner восстанавливает скругленные углы, у которых отсутствует нативный контроллер скругления. Extend Path быстро продлевает кривые, а Astute Shadow делает параллельные выдавливания в виде векторной тени. Все цвета имеет смысл сохранить в свотче, чтобы использовать в дальнейшем. Обратите внимание, что для передачи разной удаленности объектов я использую темные и светлые оттенки. Создайте боковой вид с основными элементами. Детали мы добавим позже. Затем примените к группе 3D Extrude. Убедитесь, что оси вращения X и Z равны нулю. Значение оси вращения Y будет определять, насколько раскрывается объект. В моем случае я использовал 25 градусов и затем сохранил эффект в стиле. К колесам применяется отдельное выдавливание с меньшей глубиной. В финальной картинке можно не вырезать полуовалы в корпусе машины под колеса, но для наглядности я их оставил. Если вам нужно аккуратно разместить надпись на фронтальной части, создайте надпись и сохраните ее в палитру символов. Затем в опциях 3D добавьте символ на модель и расположите в нужном месте. Готовой 3D-шке делаем Expand as Wireframes. Чем проще был фронтальный вид, тем чище получаются кривые. Не забывайте вычищать кривые, у которых много точек. Это в будущем поможет избежать открытых стыков и перерисовки. Колеса можно сделать через тот же 3D эффект или на глаз, заменив выдавливание эффектом Astute Shadow. Когда основа готова, можно начать добавлять мелкие детали на боковой и фронтальные виды, не переживая об идеальной точности. Единственное, что следите, чтобы горизонтальные линии были параллельны. Чтобы не возиться с расположением скруглений в перспективе, я рисую их на глаз. В большинстве случаев этого читинга вполне достаточно. Так как у нас появился резкий теневой переход и угол, имеет смысл его смягчить. Для этого тень нужно немного увести вовнутрь бокового вида.
Оптически острый угол машины сменится на более мягкий. Теперь, если нам нужно нанести ливрею, достаточно ее добавить на исходный боковой вид. И затем вместе с одним из шейпов боковины перенести на нашу псевдо-3D-шку, чтобы аккуратно попасть. Так как эффект 3D вызвал горизонтальное сокращение размеров, вам нужно немного сплющить по бокам ливрею. Осталось добавить разных мелочей на глаз, и картинка готова. Далее я буду иллюстрировать без комментариев.